Что вы знаете о Space Station 14? Некоторые скажут, что это ролеплей игра про космическую станцию, и они будут абсолютно правы. Ведь в этой игре вправду есть ролеплей, а ваша жизнь на станции всегда находится под угрозой, поскольку каждый раунд происходит что-то разное, и начало новой смены может удивить не только новичка, но и опытного игрока. Сегодня я расскажу несколько моих первых историй с момента знакомства с игрой. Начнем с первой. По началу смены я прилетел на станцию на корабле. Захотев вернуться обратно, я оказался в космосе. В итоге, покрутив мозговые булки на карусели разума, я ничего не добился. И в состоянии полусмерти меня нашел парамедик и спросил про мои странные действия. Ну иди в мед. Однако я не знал, где это место. Он отвел меня туда, подлечил, и я пошел гулять по станции. Я нашел столовую и заказал пиво. Эй, можно пиво? Тут не бар. Однако, как позже оказалось, это была кухня, на которой можно было приготовить лишь еду, а за напитками следовало бы обращаться в бар. После я нашел бар и заказал бутылку водки. Дайте лучшие бутылки водки. Опустошив почти всю банку, я подарил музыканту бокал вина в честь благодарности за крутую музыку. Ты хороший малый, возьми. Далее я продолжил бродить по станции в надежде найти что-то прикольное. По итогу я вернулся к кухне и снова заказал пиво. Эй, можно пиво? Тут не бар. Да и моя, где этот ваш бар? Это кухня, идиот. Вон. Всю станцию обошел. Да, я прикинулся дурачком и не понимал, где бар. Однако за мной побежал Мим и пытался мне указать дорогу. Но поскольку он Мим и не мог говорить, то для него, наверное, эта погоня была еще той пыткой. Я снова заказал выпивку, и как только ее выпил, я побежал на кухню и слегка потроллил поваров тем, что... Ребят, вам точно нужно поменять меню. Вот, например, добавить немного пива. Сука. И вот тут пошло веселье. Я продолжил изучать станцию, как вдруг наткнулся на церковь. Однако в ней были не священники, а сектанты, которые попытались меня завербовать. Уважаемый, Да. верите ли вы в Бога? Я готов уверовать в него за пару кружек пива. Это богохульство. Это богохульство. Еретик. Да, погоня была ожесточенной. И я бежал... И по мне стреляли, и я упал в лужу нахуй, блядь, и лежал нахуй. Потому что один Помогите! человек просто, блядь, хуярил, а куда хуярил, хуй его сраный знает нахуй. Его. Но, несмотря на это, я всегда находил время подурачиться. Не насилуйте. Окей. По желанию. Спустя нескольких поджопников меня отвели в церковь и пригласили в религию. Ну, я решил притвориться, что буду за них, и как только получится удобный шанс, я убежал и продолжил гулять по станции, но уже в поисках медицинского отдела, чтобы мою треснутую от ударов сраку заклеили. Затем я решил предупредить медбрата, чтобы тот не лечил сатанистов. Рассказал о вере, и как раз в это время пришли они. Тем временем в рации случилась суматоха, и прибыли ядерные оперативники как раз в тот отдел, где был я. В общем, медбрат завел меня в укромное место, и дальше случилось это. Я бежал со всех ног, даже не думал о битве с ним. Да, я сбежал, как в любой непонятной ситуации, поскольку у меня не было оружия. Ой, а вот тут я уже умер. Следующая смена началась с того, что я изучал новую космическую станцию, и во время этого я нашел кухню. Ну и снова заказал пиво. Его. Однако повара были немного шизоидами и отдали мне лишь бутылку, похожую на пиво. Пей нахуй. Cheers. Потом я наткнулся на офис главы персонала. Писас. В ахую? Ебать. Не материтесь. Иди нахуй, джентльмен ябаный. Я был абсолютно без понятия, что это за роль, и поэтому просто по приколу встал в очередь. Казалось бы, очередь как очередь, но поскольку ГП не было, все начали бунтовать. Unfight the bull and fist tell you
Waffen, heute ist das heilige Pflicht. Dass sie die Verbrecher verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heute stehen die Völker nicht mehr allein. Nun fester die Einheit, der Kampf wird sich lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Но как позже выяснилось, что скоро придет ГП, все сразу успокоились. Потом я отдал ту бутылку пива какой-то мимозыре за волшебное ничего. Я очень хотел пить, однако как только я вышел из очереди, я увидел священников. И из-за предыдущего опыта я сразу вернулся обратно и заныкался между людьми. Кстати, к тому моменту, когда очередь дошла до меня, я до сих пор не понимал, зачем люди тут стояли. И когда наступила моя очередь, я просто взял и ушел. Прогуливаясь по станции, я краем уха услышал, во что верили те новые сектанты. Зайдя к поварам, я попросил попить и увидел, вы не поверите, Деда Мороза, который шутливо рассказывал про свой кайфовый кутеж в армейском патруле. Я был раньше солдатом, но теперь простой библиотекарь. Из какого отряда? Я был командиром отряда. И я из 249-го. Я из 204-го. Я, в общем, получил сильное ранение. И потом я долго служил. После этого я пошел к медикам, не успев договорить просьбу, химик мне предлагает увеселительные препараты прямо рядом с главным врачом. Но за такие стальные яйца я согласился. Мне дали таблетку, и я не стал ее кушать, я отдал ее собаке. Увидев реакцию, я взял вторую и продолжил шататься без дела по станции. А потом, увидев боксерский ринг, решил втюхать таблетку радости рандомным пассажирам. Однако никто не хотел пилюлей, и я ушел, так ничего не получив. Ну ладно. Походив еще немного, я все же принял таблетку, и меня начало дико колбасить и штырить, а потом я упал, и без сознания меня кто-то дотащил до медотдела, где еле-еле откачали. Проходя мимо химиков, сказал: Фигня крутая. Спасибо. А потом меня занесло. Далее я стал собирать себе свой костюм из разных автоматов. Потом я зачем-то взял пакетик с хреном и со словами А вот хрен вам! швырнул его в сторону зрителей. Вслед за этим я вернулся в бар и увидев, что все коридоры, кухня, стойки, сам бар и ботанический сад был погружен в дым от сигарет и вейпов, открыл двери, чтобы этот газ накрыл боксерский ринг тоже. Я сделал секретный документ про котят и пытался втюхать каждому СБшнику, что он настоящий. Затем разгромил чью-то каюту. Потом пытался воровать голые трупы. Спустя некоторое время, делая ничего, я, зайдя в библиотеку, задавал вопросы о религиозной группировке, которую я видел ранее. Как вдруг я услышал крики и сообщения, связанные с эвакуационным шаттлом. Эвакуационный шаттл был вызван. Он прибудет через несколько минут. Эвакуационный... Что происходит? После того, как я услышал стрельбу, я попросил закрыть библиотеку, однако немного погодя, я с библиотекарем услышали сообщение с уровнем угрозы гамма. Внимание! Новое оповещение Центрального командования. Станция. Запрос на ОБР отклонен. Справляйтесь своими силами. ПЦРК находится на ЦРК. Слава МТ. Мы, спрятавшись в отделе с книгами, стали дожидаться эвакуации. Как только мы поняли, с чем столкнулись, библиотекарь немедленно вывел нас через техи в безопасное место. Однако мы не нашли эвакуационный пункт и забрались в маленькую спасательную шлюпку. И, как позже выяснилось, среди этой кучи людей... Пиздец! Больная! У нас зараженный! Да уж, одной из причин эвакуации была чума. Третья смена прошла довольно скучно, однако вот ее краткое содержание. Я в течение гребаных 1,5 часов, да-да, 1,5 часа, пытаюсь впервые стать вонючим грузчиком через всю эту бюрократическую невесть что. Однако под конец смены моя мечта наконец-то сбылась, и я вместе со своим ПИИ, ну это такой искусственный интеллект в виде мертвого игрока, получили доступ на склады и карго. Проходя по техническим коридорам в карго, в кромешной тьме, я не заметил неизолированную проводку и... Рассказать? Да. О, осторожно! Да, это, пожалуй, самая тупая смерть. Возможно, это ваш конец. Единственное, что могу сделать, это спеть музыку на прощание.
Прощайте! Был рад с вами поговорить. Обсудить разные темы. Жаль, моя мечта так и не исполнилась. Ну, так тому и быть. Жаль, конечно, что вы не послушали меня. Ведь здесь проходили высоковольтные провода. Вероятно, вы уже умерли. И я говорю с самим собой. Хочу сказать спасибо моему ПИ, что поддержал в такую трудную минуту. И по сей причине я, став чьим-то ПИ, сказал, что надо спасти моего ПИ. Пройдя в эти вонючие техи, мы увидели такую картину. Вау! Алло? Да, тут побывало много людей. Здравия. Кстати, мой пользователь тоже чуть не отправился на тот свет, пока он искал моего ПИ в той куче трупов. Пиздец! После того, как он нашел мое тело, мы все благополучно покинули ломающуюся вдребезги станцию. Ты взял ПИ? Он внутри. Фух! Наверное. Не внутри. Ах. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту.